Глава 2116. Изменение планов. «Должен ли я пойти и посмотреть, госпожа Баахуа?» — спросил Хэе. Баахуа на мгновение заколебалась, услышав это, прежде чем покачать головой в ответ. «В этом нет необходимости. Мне на самом деле не важно, в какой ситуации он сейчас находится. Поскольку я получила искомое духовное лекарство, я собираюсь немедленно покинуть море дьявольского происхождения, а затем найти безопасное место, чтобы превратить лекарство в таблетку, чтобы восстановить мои прежние силы. Хорошо, тогда давайте немедленно покинем это место. И мастер Юань-Янь, и мастер Нипан уже видели вас здесь, поэтому оставаться здесь дольше было бы опасно. Только когда вы восстановите свои прежние силы, вам не нужно будет никого бояться», — взволнованно сказал Хэе. Если бы его госпожа смогла вернуться к вершине своих сил, его статус как ее самого доверенного подчиненного также значительно повысился бы. «У тебя была возможность сделать то, о чем я тебя просила», — спросила Баахуа. «Будьте уверены, госпожа, я уже поместил метку родословной на этого трехголового змея. Я не смогу определить его точное местоположение по этой метке, но я сразу же смогу почувствовать его, если он окажется рядом». «Рядом. В пределах 500 километров от меня», — тут же ответил Хея. «Молодец. Этот трехголовый змей обладает родословной злого дракона, как и ты. И это связанный дьявольский зверь Юань-Яня, так что при нормальных обстоятельствах они не смогут быть разделены. Если Юань-Янь попытается напасть на меня исподтишка, в будущем я легко смогу его обнаружить», — похвалила Баахуа со слабой улыбкой. «Хе-хе, это все благодаря секретной технике, которую вы даровали мне, госпожа. В противном случае я бы ни за что не смог обмануть мастера Юань-Яня», — усмехнулся Хея в ответ. «Эту секретную технику можно использовать только на существах той же родословной, а духовное чутье Юань-Яня ограничено на острове Горького Духа, поэтому неудивительно, что он ничего не заметил. Хорошо, давай покинем это место сейчас». Говоря это, Баахуа сложила ручную печать, и позади нее появилась проекция розового цветочного дерева, прежде чем быстро увеличиться в размерах. В мгновение эка они оба были полностью залиты розовым светом. Сразу после этого гигантское цветочное дерево рассыпалось на пятнышки розового света, а Баахуа и Хэе нигде не было видно. Так на остров Горького Духа вернулись тишина и покой. 7 дней спустя на остров Горького Духа прибыла пара высококлассных дьявольских существ. Одним из них был мужчина лет 30, одетый в лазурные дьявольские доспехи, производившие очень внушительный вид. Его сопровождала пожилая женщина с морщинистой кожей, покрытой печеночными пятнами, в руке она держала трость с рукоятью в виде головы журавля. Они вдвоем парили в воздухе над долиной, осматривая окрестности, словно что-то искали. Вскоре после этого пожилая женщина холодно хмыкнула, указывая тростью вниз, и участок земли внизу внезапно обрушился, обнажив гигантский кратер диаметром в несколько десятков футов. Значит, Баахуа действительно пришла сюда. Я чувствую ее остаточную ауру. «На этот раз мы не можем позволить ей уйти», — сказала пожилая женщина очень неприятным скрипучим голосом. «Ты до сих пор не смогла избавиться от этой обиды за все эти годы. Неудивительно, что твоя база совершенствования ничуть не улучшилась», — вздохнул здоровенный мужчина в лазурных доспехах. Услышав это, пожилая женщина сразу же вспыхнула яростью. «По-твоему, это так просто? Если бы не этот негодяй, как бы я была поражена в этом старом морщинистом теле без шансов когда-либо достичь стадии Великого Вознесения. Ты забыл обо всех своих клонах, которых она уничтожила». Вопреки внушительной внешности этого человека, у него было очень спокойное поведение, и он сказал: «Какой смысл упоминать что-то подобное? Вы только портите себе психическое состояние. Перестань. Если ты действительно забыл, что она с тобой сделала, почему ты сразу же бросился сюда, получив новости от Юань-Яня?» — спросила пожилая женщина с обидой и скептицизмом в глазах. «Мне все равно, веришь ты мне или нет. Но я уже довел свое дьявольское искусство плачущей крови до уровня безразличия, поэтому я больше не испытываю никаких сильных эмоций. Я решил сопровождать тебя в этом случае, поскольку меня интересует сокровище, которым владеет Баахуа. Только после получения этого сокровища у меня будет шанс пройти свое следующее испытание», — спокойно ответил человек в лазурных доспехах. Услышав это, пожилой женщине пришла в голову мысль, и она спросила: «Ты имеешь в виду ее метку стремени молнии?» «Правильно. Баахуа смогла преодолеть многие невзгоды с этим сокровищем. Что касается самой Баахуа, это то, что меня больше не интересует», — ответил человек в лазурных доспехах. «Хорошо, я поверю тебе только на этот раз. По словам Юань-Яня, эта негодяйка еще не восстановила свои силы. Поэтому пока мы можем ее найти, не должно быть проблем с ее поимкой. Когда придет время, я заставлю ее пожалеть, что перешла мне дорогу», — обиженно сказала пожилая женщина. «Хорошо, тогда я заберу ее сокровища.
Я отправлю сообщение в ближайший филиал Дворца Повелителя Зверей, чтобы следить за всеми телепортационными формациями в этой области. Она ни за что не сможем уйти от нас, сказал человек в лазурных доспехах. Пожилая женщина была в восторге, услышав это, и он сразу же дала утвердительный ответ. Кстати, я не уверен, заметила ли ты это, но тот старый краб, кажется, пропал без вести из моря молний. Эта фальшивая бессмертная кукла почти так же сильна, как патриарх, поэтому ее нельзя игнорировать. Как ты думаешь, его исчезновение могло быть как-то связано с Баахуа? Спросил человек в лазурной броне. Пожилая женщина задумалась на мгновение, прежде чем покачать головой в ответ. Это действительно довольно странно. Фальшивая бессмертная марионетка была в нашем священном царстве еще до того, как мы родились, и она никогда не покидала это море молний. Действительно, довольно тревожно, что она внезапно исчезла. Вряд ли Элата-негодяйка имела возможность забрать его. В противном случае она уже захватила бы его, когда была на пике своих сил, а не когда она была доведена до такого плачевного состояния. В Ордене Бессмертного Победителя Юань-Яня упоминался человеческий культиватор стадии интеграции тела. Может ли он иметь какое-то отношение к этому исчезновению? Размышлял человек в лазурных доспехах. Возможно, но это не имеет к нам никакого отношения, пока он не мешает нашей охоте на Баахуа. Награда, предложенная Юань-Янем, не является чем-то особенным, поэтому нам не нужно обращать на это внимание, сказала пожилая женщина. Человек в лазурных доспехах все еще чувствовал себя довольно неловко, но кивнул в ответ. Это правда, наш приоритет найти Баахуа, так что лучше не отвлекаться на другие дела. Таким образом, они вдвоем улетели как пара полос света. Лазурная деревянная лодка устойчиво плыла по бурному морю. На носу лодки стоял молодой человек в лазурной мантии, сложив руки за спиной и вглядываясь в далекий океан. Это был никто иной, как Ханли, который уже прибыл на край моря дьявольского происхождения. Имея в своем распоряжении большое количество таблеток, он оправился от большинства травм. Тем не менее, он был вынужден использовать свою вторую трансформацию Нирваны и меч удара глубокого небесного духа, а также выдержать 2 атаки золотого краба, поэтому он не сможет восстановиться до своего пика без хотя бы полугодового отдыха. К счастью, это не было проблемой, поскольку рядом с ним был золотой краб, так что ему не нужно было никого бояться, кроме дьявольских патриархов. Однако, получив эту фальшивую бессмертную марионетку, он сразу передумал покидать царство старших дьяволов. Он смог войти в царство старших дьяволов, только воспользовавшись дьявольскими испытаниями. Как только дьявольское испытание завершится, ему будет очень трудно снова войти в царство старших дьяволов, даже если он перейдет к стадии Великого Вознесения. Таким образом, после долгих размышлений, он решил остаться в царстве старших дьяволов, чтобы получить некоторые интересные сокровища перед отъездом. Сокровища, о которых идет речь, были, естественно, ничем иным, как кровавым рисом и кристаллическими бусинами внутри таинственных кусочков чужеродного дьявольского металла. Одна из этих вещей могла улучшить его физическое состояние, в то время как другая могла быстро усилить его магическую силу, так что обе они были чрезвычайно ценны для него. Кроме того, согласно собранной им информации, обе эти вещи можно было найти в одном и том же месте. Озеро с голубым водопадом. Хань Ли пробормотал себе под нос, когда в его глазах появился намек на тоску. После недолгих размышлений он перевернул руку, чтобы выпустить взрослого пурпурно-полосатого золотого жука-пожирателя. Однако жук свернулся в клубок и совершенно безжизненно лежал на руке. Что было еще более странным, так это то, что по всему его телу появились серебряные трещины. Как будто тело жука могло полностью расколоться в любой момент. Хан Ли оценил жука, нахмурив брови и задумчиво глядя на волшебное насекомое. Он напряженно думал о том, какое воздействие могло так сокрушить мощного пурпурно-полосатого золотого жука-пожирателя. Между тем, Даос Се сидел, скрестив ноги, в большой каюте лодки, и его глаза были плотно закрыты в бесстрастной манере. Недалеко от него сидела великолепная молодая женщина в желтой мантии, которая, казалось, тоже медитировала, но иногда украдкой поглядывала на молодого человека со слабым румянцем на лице. Глава 2117. Смерть Сюэ-Гуана. Месяц спустя во всем царстве старших дьяволов вспыхнул невиданный ажиотаж из-за приказа Бессмертного Победоносного Ордена, который издал Юань-Янь. Даже некоторые священные предки были весьма искушены предлагаемой огромной наградой, а целью Бессмертного Победоносного Ордена был всего лишь человеческий культиватор на стадии интеграции тела из царства духов. Поэтому многие священные предки отправили своих клонов за целью, думая, что он будет легкой добычей. Тем не менее, было несколько священных предков, которые были в очень дружеских отношениях с Юань-Янем, которые получили некоторую инсайдерскую информацию, и все они решили воздержаться от преследования этой цели. И все же некоторые клоны священных предков и дьявольские лорды стадии интеграции тела начали охоту на рассматриваемую цель.
2 месяца спустя кто-то наконец обнаружил Хань Ли возле одного из крупных городов царства старших дьяволов, Нефритового города, и эта информация была доложена 4 дьявольским лордам в городе. Таким образом, 4 дьявольским лордам удалось перехватить Хань Ли возле телепортационных формирований в городе, но их с легкостью убил Дао Се. Десятки тысяч дьявольских существ поблизости окаменели, увидев это, и Хань Ли смог пройти прямо сквозь них, прежде чем уйти, используя телепортационную формацию. 3,5 месяца спустя Хань Ли снова был замечен в известном опасном регионе царства старших дьяволов, известном как Долина Золотой реки. Широко известный священный предок Тянь Я послал клона и 3 подчиненных дьявольских лордов, чтобы снова перехватить Хань Ли. Однако после ожесточенной битвы клон священного предка и 2 дьявольских лорда погибли, и только 1 дьявольский лорд, владевший техниками движения, сумел сбежать. Новости об этом быстро распространились, и это быстро стало горячей темой у всех на устах. Полгода спустя священный предок Сюэ Гуан и 2 его клона прибыли в небольшой городок со многими из своих подчиненных, чтобы противостоять Хань Ли, а затем высвободили удивительные силы, чтобы попытаться захватить Хань Ли и его группу живыми. Хань Ли и Дао Се, естественно, отомстили, и завязалась битва. За последние полгода культивирования Хань Ли в основном выздоровел, и польза, которую он получил от пруда очищения духа и лотоса чистого духа, действительно была эффективна. Его аура начала сиять, превратившись в огромный шар. Это показывало, что он многого добился в своей жизни. Таким образом, Хань Ли немедленно претерпел свою вторую трансформацию нирваны, продемонстрировав невероятные силы, которые позволили ему противостоять истинному телу священного предка Сюэ Гуана в бою. После ожесточенной битвы, которая длилась день и ночь, практически весь город был разрушен, а бесчисленное количество дьявольских существ было убито или ранено в качестве побочного ущерба. Однако больше всего всех поразил исход битвы. В конце концов, истинное тело священного предка Сюэ Гуана было вынуждено бежать с тяжелыми травмами, а его клоны и подчиненные были убиты. Предыдущие 2 битвы предупредили всех дьявольских существ о том, насколько грозным был Дао Се, но после этой битвы все поняли, что с Хань Ли тоже нельзя связываться. Однако настоящая бомба была еще впереди. Через несколько дней после завершения этой битвы изуродованное тело священного предка Сюэ Гуана было найдено в горной цепи за сотни тысяч километров от места битвы. Его голова была расколота, что указывало на то, что не только его тело было сильно изуродовано, но даже его зарождающаяся душа была насильственно захвачена. Это вызвало еще больший ажиотаж во всем царстве старших дьяволов, и все священные предки немедленно направили своих подчиненных для расследования этого дела. Конкуренция всегда поощрялась в царстве старших дьяволов, и не так уж редко можно было увидеть, как убивают дьявольских лордов, но прошли десятки тысяч лет с тех пор, как в последний раз был убит священный предок. Некоторые из священных предков подозревали, что за этим стояли Хань Ли и Дао Се, но было больше людей, подозревавших, что он был убит своими врагами, которые воспользовались ранами, полученными им во время битвы. Таким образом, после этого инцидента все священные предки стали очень настороженно относиться к Хань Ли и Дао Сусе, и никто из них не осмелился снова отправить кого-либо за Хань Ли и его группой. В конце концов, с огромными способностями Хань Ли и Дао Сусе, атаки клонов или подчиненных только отправляли нападающих на смерть. В то же время личное преследование священными предками могло создать шансы для гибели и самих священных предков. Что же касается обычных дьявольских лордов, у которых не было клонов, готовых идти вперед, все они, естественно, тоже сдались. Таким образом, Хань Ли и его группа внезапно превратились в кучу горячей картошки, которую никто не хотел хватать. Конечно, первоначальный приказ Бессмертного Победоносного Ордена все еще оставался в силе, но он стал скорее пустой формальностью, а не чем-либо серьезным. В результате Хань Ли заработал себе блестящую репутацию во всем царстве старших дьяволов. В пещере в чреве бесплодной горы сидели пожилой мужчина и дородный мужчина. У пожилого человека была пара необычайно длинных бровей с набором изможденных черт лица, а на его мантии красовалось изображение угрожающей дьявольской проекции с 3 головами и 6 руками. Что касается дородного мужчины, у него была густая борода, и он был одет в черные доспехи, что производило очень внушительный вид. Ауры, выпущенные ими, были гораздо более устрашающими, чем у обычного дьявольского лорда. Но, похоже, они еще не достигли стадии Великого Вознесения. Оба они в настоящее время оценивали предмет между ними с восторженным вниманием. Это был малиновый котел высотой всего около фута. Его верхняя половина была квадратной формы, и на каждом из его 4 углов были вырезаны ужасающие призрачные лица. Котел беспрестанно трясся, а с призрачных лиц доносились леденящие кровь крики, как будто какое-то дьявольское существо было заперто в котле и подвергалось жестоким пыткам. Зачем продолжать сопротивляться, Сюэ Гуан? Чем раньше ты раскроешь нам местонахождение этих тайных пещер, тем скорее избавишься от своих страданий. Я накопил огромные запасы терпения, чтобы мы легко могли мучить тебя 1000 лет. И мне это не надоест. В конце концов, тебе все равно придется нам все открыть.
Кроме того, все мы произошли от одной души, так что ты победил, по крайней мере, не отдавать все посторонним, вздохнул здоровяк, демонстрируя сочувствие. Действительно, если ты вернешь все, что забрал у нас, может быть, мы тебя отпустим. Ты нас знаешь. Уважаемый Даос Фэн Се и я люди слова, также вмешался пожилой мужчина. Эти двое были никем иным, как Че Цигун и Фэн Се, которые были заперты в запечатывающем дьявольском замке. Им каким-то образом удалось сбежать из запечатывающего дьявольского замка, и, наконец, у них появилась возможность уничтожить физическое тело священного предка Сюэгуана, а затем захватить его зарождающуюся душу и заманить ее в ловушку в этом дьявольском котле. Судя по тому, что они сказали, было ясно, что между ними тремя было много историй и вражды. В ответ из котла раздался мучительный голос, наполненный ненавистью и негодованием. «Хе-хе, продолжайте мечтать. Нет никаких шансов, что вы освободите меня. Я лучше поступлю иначе. Пусть сокровища в тайных пещерах будут похоронены навсегда, чем отдам их вам. Без этих вещей вам потребуется как минимум несколько тысяч лет, чтобы восстановить свои силы. Наше Святое Царство в настоящее время переживает большое испытание. С вашими силами вы легко сможете умереть. Как я мог? Отказаться от единственного шанса отомстить? Ты наглый ублюдок. По правде говоря, я высвободил только 1% силы этого очистительного котла души. Если я захочу, я могу увеличить твои страдания в 100 раз. Ты действительно узнаешь, что значит лучше бы ты умер тогда. В ярости сказал Че Цигун. Сразу после этого он сделал ручную печать, прежде чем произнести что-то и бросить в котел цепочку заклинательных печатей. Яркий малиновый свет вырвался из котла, и 4 призрачных лица одновременно скривились в агонии. Леденящие кровь крики, доносившиеся из котла, они становились еще более тревожными, но выражение лица Че Цигуна совершенно не изменилось. Что касается Фэн Се, он просто покачал головой и закрыл глаза, чтобы помедитировать, как будто он даже ничего не слышал. Тем временем более сотни рогатых высококлассных дьявольских существ окружили мужчину и женщину в воздухе над бескрайней пустыней. Песчаная земля внизу была усеяна расчлененными телами и пропитана кровью. Женщина была изысканной красавицей в белом платье, в то время как мужчина был чрезвычайно безобразен и носил костюм из черных доспехов. Это были никто иной, как Баахуа и Хэйе. Брови Баахуа в настоящее время были слегка нахмурены, когда она с мрачным выражением лица оценивала дьявольских существ перед ней. Эти дьявольские существа были совершенно одинаковыми внешне, и все они были совершенно невыразительны, как будто они даже не были живыми существами. Доспехи Хэйе были почти полностью залиты кровью, и он свирепо захихикал, слизывая кровь с уголков губ. Не могу поверить, что вы, глупые ублюдки, все еще осмеливаетесь выступать против нас, даже после того, как было убито так много ваших собратьев». В ответ одно из дьявольских существ совершенно бесстрастно произнесло слово «наступаем». Сразу после этого все рогатые дьявольские существа подняли руки, чтобы показать серию черных значков, которые вызывали черные шары света, которые летели прямо к дуэту Баахуа со всех сторон. Глава 2118. Священное дерево глубоких небес. Хэйе издал яростный рев, взмахнув своей гигантской булавой в воздухе, которая мгновенно увеличилась примерно в 10 раз по сравнению с первоначальным размером. Бесчисленные проекции булавы появились, прежде чем превратиться в порыв черного дьявольского ветра, охватившего все в пределах площади около акра. Раздались оглушительные удары, когда из черного ветра валились одно за другим изуродованные дьявольские тела. Эти рогатые дьявольские существа были довольно могущественными, но они явно не могли сравниться с Хэйе и быстро несли потери. Тем не менее, они не выказывали никакого намерения бежать и как будто не знали страха. Хэйе был намного сильнее этих дьявольских существ, но, похоже, он уже пережил множество ожесточенных сражений. В результате у него не осталось много магической силы, и он быстро начал слабеть. Его атаки были такими же свирепыми, как и прежде, но на его лице уже выступил пот. После того, как около трети окружающих дьявольских существ были убиты булава Хэйе, наконец, начало замедляться, и он был не в состоянии полностью сдерживать все приближающиеся атаки, поскольку его тело то и дело поражали один шар света за другим. Эти черные шары света были наделены какой-то силой, которая позволяла им проходить сквозь доспехи Хэйе, как будто они были полностью бесполезными. Череда взрывов раздалась из тела Хэйе, когда один шар черного света взорвался за другим. Тело Хэйе начало неустойчиво раскачиваться среди взрывов, но он не сделал ни единого шага назад, продолжая твердо стоять перед Баахуа. Мощные физические тела расы злых драконов были непроницаемы для обычного летающего меча, но его кожу и плоть с легкостью разрывали шары черного света.
Выражение лица Баахуа помрачнело еще больше, когда она увидела это, но, как ни странно, она просто продолжала стоять позади Хэе, не выказывая никакого намерения помочь ему. Спустя долгое время последнее рогатое дьявольское существо было, наконец, убито Хэе. Тем не менее, Хэе также, казалось, израсходовал последние остатки своей магической силы, и его булава выскользнула из его рук, когда его окровавленное тело рухнуло с неба. Только тогда Баахуа слабо вздохнула и взмахнула рукавом по воздуху, выпустив вспышку розового света, которая поймала Хэе, прежде чем он успел упасть дальше. Несколько серебряных рун вспыхнули в свете, и тело Хэе немедленно начало уменьшаться, когда он превратился в миниатюрного крокодила, который был всего около дюйма в длину. Тело крокодила было изрешечено ранами, и он был полностью без сознания. Розовый свет метнул миниатюрного крокодила в рукав Баахуа, после чего она подняла голову и сказала: «Вы двое довольно долго наблюдали со стороны. Не пора ли вам показать себя? Я знал, что мы не сможем тебя одурачить. Ради этого дня я пожертвовал всеми 500 своих дьявольских солдат. Но у тебя больше нет союзников на твоей стороне, так что жертва того стоила». Как только голос стих, вдалеке вспыхнули пространственные колебания, и появились пожилая женщина и дородный мужчина. Пожилая женщина была одета в красные одежды и оценивала Баахуа глазами, полными сильного негодования. Этими двумя были широко известный священный предок Тяньци и священный предок Хэйянь. Оба они обладали непостижимой силой и были искусны в комбинированных техниках. Они были известны в царстве старших дьяволов за то, насколько они порочны и безжалостны, и их репутация почти не уступала репутации 3 дьявольских патриархов. Даже средний священный предок избегал бы встречи с ними любой ценой. Каким-то образом им удалось выследить Баахуа и Хэе, и они немедленно отправили большое количество подчиненных, чтобы атаковать дуэт. Баахуа чувствовала, что эти двое скрываются поблизости, и не хотела выставлять на показ свое нынешнее ослабленное состояние, поэтому она могла полагаться только на Хэе, чтобы противостоять этим врагам в одиночку. После нескольких раундов ожесточенных сражений магическая сила Хэе, наконец, была полностью исчерпана, оставив Баахуа на произвол судьбы. Дородный мужчина, Тяньци, бросил взгляд на Баахуа и сказал: «Давно не виделись, уважаемая Даос Баахуа. Ты все такая же красивая и молодая, как всегда». На лице Баахуа появился намек на удивление, когда она оценила комплимент Тяньци, полностью игнорируя пожилую женщину. «Ваш характер сильно изменился, уважаемый Даос Тяньци. Я должна поздравить вас с явным прогрессом, которого вы достигли в своем совершенствовании». Хэйянь была в ярости, увидев это. Она ударила тростью, произведя оглушительный грохот. Затем сказала свирепым голосом: «Баахуа, мы видим, что ты не полностью восстановила свои силы, так что ты ни за что не сможешь быть равной моему старшему боевому брату и мне. Если ты встанешь на колени и поклонишься нам, возможно, мы сможем даровать тебе быструю и безболезненную смерть. Похоже, ты здесь, чтобы отомстить за то, что произошло много лет назад. Ты здесь с той же целью, Тяньци?» Спокойно спросила Баахуа. «Мое следующее испытание не за горами, и мне нужно твое сокровище», ответ Тяньци был очень простым. Услышав это, в глазах Баахуа появился намек на просветление. Она спокойно спросила: «Ты имеешь в виду мою метку стремительности?» «Действительно, я говорю о ней. С этим сокровищем есть хороший шанс, что я смогу превзойти свое следующее испытание. Поэтому я надеюсь, что ты передашь его мне». Тон голоса Тяньци остался совершенно неизменным, но в его глазах появилось холодное выражение. «Я не совсем против того, чтобы передать тебе свою метку Грозового Стража, но это одно из самых важных сокровищ, которыми я владею. Поэтому я не могу просто так отдать его тебе без причины. Как насчет этого? Одна атака с моей стороны, и я одолжу тебе метку на 10 000 лет, что ты думаешь?» Спросила Баахуа с расслабленной улыбкой. «Ты хочешь, чтобы я принял на себя твою атаку?» Услышав это, зрачки Тяньци резко сузились. Обида и ненависть в глазах Хэйянь также полностью сменились недоумением. Два дьявола не могли не задаться вопросом, действительно ли Баахуа уже восстановила свои силы и просто подстрекала их появиться перед ней. Таким образом, оба они погрузились в безмолвное созерцание. «Неужели ты боишься, уважаемый Даос Тяньци?» Баахуа коварно усмехнулась. Ряд мыслей быстро промелькнул в голове Тяньци, прежде чем он наконец принял решение. «Хорошо, позволь мне посмотреть, какие новые способности ты развела, из-за которых ты стала такой самоуверенной». Хэйянь на мгновение заколебалась, затем неохотно кивнула и сказала: «Будь осторожен, старший боевой брат. Я буду присматривать за тобой». Тяньци кивнул в ответ, прежде чем шагнуть вперед, преодолев расстояние более 100 футов одним шагом.
Затем он сцепил руки за спиной и замер на месте, ожидая, когда Баохуа начнет свою атаку. На лице Баохуа появилась своеобразная улыбка, когда она небрежно подняла руку, а затем открыла рот, чтобы выпустить розовый шар света. Шар света на первый взгляд казался совершенно обычным, но при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что он состоит из бесчисленных розовых рун, каждая из которых была размером с рисовое зернышко. Шар света завис над ее ладонью, и она мягко указала на него другой рукой, на которой он внезапно взорвался. Бесчисленные руны начали расползаться по окрестностям, как розовые лепестки цветов, создавая прекрасное зрелище. Именно в этот момент в эпицентре взрыва пронеслась вспышка зеленого света, после чего над ее ладонью появился небольшой зеленый росток. Затем этот саженец быстро вырос в небольшое деревце высотой около полуфута и продолжал расти со скоростью, заметной невооруженным глазом. В мгновение Эйка над рукой Баохуа появилось большое зеленое дерево, и все ее тело было охвачено им. Корни дерева уже слились воедино с ладонью Баохуа, и казалось, что оно черпает магическую силу из ее тела. Выражение лица спокойного и стойкого Тяньцы резко изменилось, когда он увидел это, и он воскликнул. «Это священное дерево глубоких небес. Как ты слилась с этим сокровищем? Может быть, ты уже восстановила свои силы и овладела этой способностью?» Выражение лица Хэйянь также стало очень напряженным, когда она увидела это. Вы узнаете ответы на эти вопросы после того, как примете эту атаку от меня. Домен цветов глубоких небес. Баохуа издала низкий крик, и большое зеленое дерево над ее ладонью внезапно расплылось, когда на его ветвях появились пятнышки розового света. В следующее мгновение все эти пятнышки света превратились в розовые цветочные бутоны. Затем Баохуа начала что-то петь своим восхитительным голосом, и цветочные бутоны медленно распустились, а богатый цветочный аромат наполнил все пространства. Вдобавок ко всему, все дерево быстро стало розовым, когда на его ветвях распустились розовые цветы. В воздухе появились бесчисленные проекции розовых цветов, образовав розовое море в радиусе более 10 тысяч футов, как будто было создано независимое царство. Она действительно освоила сферу глубокого небесного духа. «Бежим!» Встревоженно закричал Тяньцы и тут же отлетел назад полосой малинового света. Хэйянь также отреагировала очень быстро, взмахнув тростью по воздуху, создав белый пространственный разлом, в который она мгновенно влетела. Эти двое мгновенно скрылись с места происшествия. «Куда же вы так спешите? Вам не кажется, что уже слишком поздно пытаться сбежать?» Сказала Баохуа совершенно бесстрастным голосом, когда она потянулась, чтобы сорвать огромный розовый цветок с цветочного дерева. Затем она неторопливо бросила его вперед. Глава 2119. Озеро Голубого водопада. Огромный цветок мгновенно растворился в воздухе, и в следующее мгновение вспыхнула пространственная флуктуация, когда цветок снова появился, прежде чем полететь в пространственный разлом, в котором только что исчезла Хэйянь. Раздался оглушительный грохот, и огромное пространство розового света вырвалось из пространственного разлома, вынудив Хэйянь выбраться из него. Розовый свет выталкивал ее из пространственного разлома, и она бесконтрольно вращалась внутри него. После еще нескольких вспышек пространственный разлом также был уничтожен розовым светом. Розовый цветок не казался таким уж замечательным, но он обладал способностью уничтожать само пространство. Хэйянь издала тревожный крик, когда она ударила своей тростью, как молния, создав вокруг себя 4 гигантских проекции. Затем эти проекции превратились в 4 порыва яростных желтых ветров, которые разнесли розовый свет на части и, наконец, позволили ей снова обрести устойчивость. В этот момент Хэйянь оценивала Баохуа с яростным выражением лица, смешанным с оттенком страха. В этой области глубокого небесного духа она была совершенно не способна использовать мировую ци из внешнего мира, а это означало, что здесь она могла полагаться только на свою собственную магическую силу. Для существа на стадии Великого Вознесения это было серьезным препятствием, которое уменьшило ее силы на целых 70%. Неудивительно, что даже Тяньцы, который был намного сильнее ее, немедленно скрылся с места происшествия после того, как обнаружил способность, которую высвободила Баохуа. Имея это в виду, Хэйянь поспешно бросила взгляд на Тяньцы и обнаружила, что он также был остановлен бесчисленными гигантскими цветочными проекциями на краю розового мира вокруг них. Алая полоса света, в которую он превратился, разрывала один цветок за другим, но, казалось, им не будет конца, поскольку все больше и больше проекций занимают их место. Всего через несколько вспышек полоса малинового света прорвалась через более чем 10 слоев цветочных проекций. Но как только он собирался сбежать из этого цветочного царства, Баохуа внезапно с легкой улыбкой на лице сложила ручную печать. Яркий свет излучался из розового цветочного дерева, которое она держала в другой руке, и бесчисленные розовые руны вырвались из него в безумии, прежде чем закружиться вокруг ее тела. Хэйянь почувствовала, как ее окружение расплывается вокруг нее, после чего она внезапно оказалась в другой части цветочного царства.
Великая техника телепортации. Воскликнула Хэйянь, когда она снова поспешно посмотрела на Тянь-Ци. В этом случае, вместо того, чтобы находиться на краю цветка, он находился более чем в 300 футов от его границы и снова был окружен бесчисленными цветочными проекциями. Пока Хэйянь колебалась, стоит ли ей оказать ему помощь, вокруг нее также появилось бесчисленное количество розовых цветочных проекций. Ее лицо слегка побледнело, когда она увидела это. Но затем она стиснула зубы и тут же бросила свою трость вперед, после чего она превратилась в белого журавля размером около 10 футов с парой мерцающих золотых глаз. Журавль взмахнул крыльями, и во все стороны устремились бесчисленные лопасти ветра. В то же время Хэйянь сложила ручную печать, прежде чем положить руку на макушку своей головы, чтобы выпустить всплеск желтой ци. Желтая ци вырвалась вперед, а затем с пронзительным криком превратилась в призрачное лицо размером с павильон среди. Половина призрачного лица принадлежала утонченной красавице, а другая половина принадлежала грозному чудовищу, и оно тут же открыло пасть, чтобы изгнать порыв дьявольского ветра. Как только поднялся дьявольский ветер, близлежащее пространство моментально погрузилось в безбрежное пространство мутной серости, которое, казалось, грозило создать в этом цветочном царстве свой независимый мир. Тем временем Тянь-Ци уже понял, что было бы бесполезно продолжать попытки сбежать из этого цветочного царства, поэтому он остановился и вызвал в воображении малиновую дьявольскую проекцию льва высотой более 1000 футов. Багровая ци в бешенстве вырвалась из тела проекции, образуя огромное море алого тумана, которое устремилось к окружающим цветочным проекциям. Два дьявола, казалось, пытались захватить это цветочное царство. Брови Баахуа слегка нахмурились, когда она увидела это, и она осторожно потрясла цветочное дерево в руке, на которое с ветвей дерева в унисон слетело более сотни гигантских розовых цветов. «Вперед!» — приказала Баахуа, взмахнув рукавом в воздухе, и розовые цветы взлетели высоко в воздух, прежде чем превратиться в шары дьявольского пламени, которые объединились в одно целое, чтобы создать море розового огня. Первоначально огненное море было размером всего около акра, но все цветочные проекции, с которыми оно соприкасалось, также превращались в розовое дьявольское пламя, тем самым позволяя огненному морю расширяться с угрожающей скоростью. Всего за несколько вдохов все цветочное царство превратилось в море дьявольского пламени, которое с разрушительной силой неслось к Хэйянь и Тянь-Ци по приказу Баахуа. Выражения лиц Тянь-Ци и Хэйянь резко изменились, когда они увидели это. Они обменялись взглядами, прежде чем каждый из них достал малиновую таблетку, которую они мгновенно проглотили. В результате их ауры сразу резко увеличились. В этом цветочном царстве они оба были совершенно не способны использовать ци мирового происхождения, поэтому они могли принимать эти таблетки только для стимуляции своего скрытого потенциала, чтобы противостоять розовому дьявольскому пламени. Через несколько мгновений они оба были полностью затоплены морем розового пламени. К этому моменту ветки розового цветочного дерева полностью оголились, и оно уменьшилось на целых 20%. Внезапно заклинания Баахуа резко прекратились, и на ее лице появился неестественный румянец. Выражение ее лица слегка потемнело, и она тоже достала белую таблетку, прежде чем выпить ее с кривой улыбкой. После этого она села, скрестив ноги, и обвила руками цветочное дерево. Вокруг нее появились слои полупрозрачного света, когда она закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на управлении сокровищем. Она хорошо знала, насколько могущественны Тянь-Ци и Хэйянь, и знала, что даже если они были лишены доступа к мировой ци, все равно будет очень трудно очистить их этим дьявольским пламенем. Время шло очень быстро, и несколько дней пролетели в мгновение ика. На 7-й день царства цветов внезапно начало неустойчиво дрожать. Сразу же после этого шар черного пламени и полоса малинового света вырвались из цветочного царства, а затем с невероятной скоростью унеслись вдаль. Внутри черного огненного шара находилась зарождающаяся душа женского пола, которая была в несколько дюймов ростом, и она яростно кричала: «Ты еще даже не восстановилась до стадии Великого Вознесения. Ты — грязная негодяйка. В следующий раз, когда мы встретимся, будет день твоей смерти». Всего через несколько вспышек огненный шар и полоса малинового света полностью исчезли вдали. Баахуа глубоко вздохнула и с отчаянием снова открыла глаза. Бушующее дьявольское пламя в цветочном царстве начало отступать, в мгновение ока снова превратившись в дюжину гигантских розовых цветов, которые снова прикрепились к ветвям цветочного дерева. Почти в тот же самый момент вся область глубинного небесного духа рухнула и распалась на частички духовного света. Цветочное дерево в руке Баахуа также мгновенно сжалось в шар розового света, который она тут же проглотила. Я была так близка. Их тела уже превратились в пепел, но с их способностями им потребуется всего несколько столетий, чтобы восстановить свои прежние силы. Похоже, мне придется столкнуться с ними еще несколько раз в будущем, пробормотала Баахуа про себя, когда она поднялась на ноги. Но когда она это сделала, неестественный румянец вспыхнул на ее лице, и она чуть не упала обратно в сидячее положение. Она поспешно погрузила свое духовное чувство в собственное тело,
при этом выражение ее лица значительно помрачнело. В результате этой битвы мои травмы еще больше ухудшились. Даже с этим духовным лекарством в моем распоряжении я не смогу полностью выздороветь, по крайней мере, через 2 или 3 столетия. Жаль, что я достигла только элементарного уровня владения сферой глубокого небесного духа. В противном случае, если бы я смогла убить этих двоих, это привело бы меня к тому, что я еще сильнее усугубила свои травмы. Похоже, мне придется вернуться в царство духов и немедленно отправиться в уединение, смиренно вздохнула Баахуа, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, выпустив вспышку розового света, после чего она внезапно исчезла на месте. На вершине небольшой серой горы стоял Ханли, сцепив руки за спиной и глядя вдаль. Там было огромное озеро, которое простиралось, насколько хватало глаз. Оно явно было размером в несколько километров. Озеро было очень синим, и в воде плавали маленькие белые рыбки. Как и ожидалось от широко известного озера Голубого водопада. Оно действительно сильно отличается от всех других озер в царстве старших дьяволов, пробормотал Ханли, наконец отводя взгляд. Позади него стояли Дао Се и Чжу Гоэр. Последняя была полностью убежден в уникальности личности Ханли после того, как стала свидетелем его битвы против ряда высококлассных дьявольских существ. Она явно была намного более энергичной, чем когда Ханли впервые купил ее в качестве рабыни, и она не могла не спросить. «Старший Хань, действительно хорошая идея прийти сюда? Ведь тут должен быть священный предок, живущий в этом озере Голубого водопада». Глава 2120. Вход в озеро. Действительно, тут есть священный предок Лан Пу. Он столько лет претендовал на озеро Голубого водопада, так что он, должно быть, и весьма грозное существо. Но я готов пойти на этот риск. Кроме того, насколько мне известно, священный предок Лан Пу уже много лет находится в уединении, а на поверхности озера Голубого водопада охраняют только один из его клонов и 2 его ученика, поэтому его может не быть в озере, с улыбкой ответил Ханли. Похоже, что мои опасения были необоснованными, послушно сказала Чжу Гоэр. То, что ты сказала, не совсем неправильно. Мне действительно было бы лучше проявлять осторожность независимо от ситуации. В последнее время мы стали чрезвычайно известными в царстве старших дьяволов, поэтому нам придется не только изменить нашу внешность. Нам также придется временно разделиться. Гоэр, ты побудь некоторое время с уважаемым Даосом Се. Я войду в город Голубого водопада, чтобы сначала собрать кое-какую информацию. С моими методами маскировки я должен быть в состоянии скрыть свою личность, пока я не сталкиваюсь с могучими существами на стадии Великого Вознесения, сказал Ханли. Чжу Гоэр, естественно, ответила утвердительно, и она была очень рада услышать, что сможет проводить время наедине с Даосом Се. Она все еще не знала, что Даос Се был марионеткой, и прониклась к нему чувством привязанности. Даос Се просто кивнул в ответ, прежде чем продолжить молчать. Ханли уже заранее выдал ему много капель фальшивого эликсира бессмертия, поэтому он был счастлив следовать инструкциям Ханли. После столь долгого общения с Даосом Се Ханли уже привык к его безразличию, поэтому не обращал внимания на отчужденную реакцию Даоса Се. Несмотря на то, что Даос Се в настоящее время выглядел нормальным человеком, на самом деле он был связан несколькими ограничениями, наложенными на него его бывшим мастером. Несмотря на это, он обладал очень высоким уровнем автономии. В противном случае Хань Ли не смог бы выманить его из этого моря молний с помощью своего фальшивого эликсира бессмертия. Конечно, Хань Ли прекрасно понимал, что он не был полностью свободен от забот в царстве старших дьяволов только потому, что рядом с ним был Даос Се. У всех дьявольских патриархов были другие дела, и ни один из священных предков не желал объединять силы друг с другом. В противном случае Хань Ли не смог бы оставаться в царстве старших дьяволов так долго. Таким образом, после того, как Чжу Гоэр и Даос Се получили еще несколько инструкций, из тела Хань Ли раздалась череда тресков и хлопков, и он вырос примерно на фут. В то же время его черты лица были значительно изменены, что придало ему вид утонченного мужчины средних лет. После этого он поднялся полосой черного света, прежде чем полететь к озеру. После его ухода Даос Се провел рукавом по воздуху, выпустив всплеск золотого света, который охватил его и Чжу Гоэр, после чего дуэт мгновенно исчез. Несмотря на то, что Хань Ли не летел на полной скорости, он все же двигался очень быстро, и ему не потребовалось много времени, чтобы преодолеть расстояние около 100 тысяч километров. В этот момент вдали на поверхности озера показались небольшие островки. На этих островах было несколько небольших зданий, и можно было видеть, как какие-то дьявольские существа входили и выходили из этих зданий. У берегов этих островов было пришвартовано множество черных деревянных лодок разных размеров, время от времени уносивших вглубь озера каких-то дьявольских существ. Прежде чем приехать сюда, Хань Ли провел обширное исследование озера Голубого водопада и знал, что священный предок Лань Пу однажды пригласил нескольких священных предков, с которыми он был в дружеских отношениях, чтобы установить массовое ограничение полетов над озером Голубого водопада.
Любой, кто ниже уровня дьявольского лорда, сразу же терял способность летать, как только оказывался около водяной глади озера. Поэтому у них не было другого выбора, кроме как отправиться в центральную часть озера на лодке. Хотя это ограничение не коснулось Ханли, он не хотел привлекать слишком много внимания, поэтому спустился на ближайший остров. Как только он приземлился на острове, к нему тут же бросился невысокий темнокожий дьявольский мужчина. Гуань Ян отдает дань уважения своему старшему. Вы направляетесь в город Голубого водопада, старший? Моя лодка не очень большая, но она определенно самая быстрая на всех этих близлежащих островах, сказал низкосортный дьявол с улыбкой. А, я вижу, что вы находитесь только на этапе заложения основ. Могу ли я доверять тому, что вы говорите? Равнодушно спросил Ханли, взглянув на деревянные лодки, пришвартованные у острова. Гуань Ян не смог определить точную базу совершенствования Ханли, но, судя по поведению Ханли, он мог сказать, что тот определенно не был каким-то обычным существом основной формации или стадии зарождения души. Таким образом, он сразу же уважительно ответил. «Будьте уверены, старший, если вы обнаружите, что я говорю неправду, я верну вам вдвое больше дьявольских камней, которые вы мне выдали». Ханли мог видеть, что этот Гуань Ян, похоже, не лгал, поэтому кивнул в ответ. «В таком случае я поеду на твоей лодке. Количество дьявольских камней не имеет значения, если ты сможешь доставить меня в город Голубого водопада как можно быстрее». Гуань Ян был в восторге, услышав это, и поспешно поклонился, прежде чем указать на лодку длиной в несколько десятков футов. «Будьте уверены, старший, я вас не разочарую. Прямо сюда, старший». Хань Ли направился прямо к лодке, и Гуань Ян, естественно, радостно последовал за ним. Через некоторое время черная деревянная лодка отплыла от маленького острова и, словно стрела, понеслась по озеру. Хань Ли сидел в передней части лодки, а дьявол стоял в задней части лодки, быстро гребя парой черных металлических весел. Поверхности весел вспыхивали слабым голубым светом, и с каждым взмахом они быстро несли лодку по озеру. «Я вижу, у тебя есть пара низкокачественных дьявольских сокровищ. Неудивительно, что ты такой самоуверенный», — заметил Хань Ли с заинтригованной улыбкой. «Эти два низкокачественных дьявольских инструмента передавались в моей семье из поколения в поколение, и они также давали еду на стол всем моим предкам. Дело не в том, что нет лучших дьявольских инструментов, просто никто другой с дьявольскими инструментами такого калибра не опустился бы до такой работы. У меня нет других талантов, так что это единственная работа, которую я могу делать, чтобы прокормить свою семью», — ответил Гуань Ян, продолжая энергично грести. «Вы говорите так, будто вы местный. Вы, должно быть, хорошо знакомы с Голубым водопадом, верно?» — спросил Хань Ли. «Я знаю все общеизвестные сведения о городе, но я не могу дать никаких гарантий, кроме этого. В конце концов, моя база совершенствования очень ограничена, поэтому есть много вещей, которые мне недоступны», — сказал Гуань Ян. «Хе-хе, не волнуйтесь, я бы не стал спрашивать вас о чем-то слишком сложном», — заверил Хань Ли. «Тогда продолжайте, старший, я обязательно расскажу вам все, что знаю», — поспешно ответил Гуань Ян. «Я хочу знать, где в Голубом водопаде можно купить кровавый рис. Я уверен, что его не найти в обычных магазинах, верно?» — спросил Хань Ли. «Хе-хе, значит, вы тоже здесь за кровавым рисом. Вы спросили нужного человека, старший. Вы хотите купить только одну или две штуки или хотите купить кровавый рис оптом?» — спросил Гуань Ян, когда на его лице появился намек на волнение. «Изменяются ли обстоятельства в зависимости от количества, которое я хочу купить?» — спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. «Если вы ищете только небольшое количество, то вы можете купить кровавый рис в нескольких специализированных магазинах в городе. Однако эти магазины продают товары только людям на стадии преображения божества или выше. И каждый человек может купить только 2 штуки за раз. Если один и тот же человек хочет купить больше, то ему придется оставаться в городе Голубого водопада в течение года, прежде чем ему будет разрешено купить больше. В качестве альтернативы есть несколько подпольных торговцев, у которых можно купить больше. Но у них стандарты качества могут быть довольно низкими по сравнению с официальными магазинами», — объяснил Гуань Ян. «Что, если я хочу купить большое количество кровавого риса только самого высокого качества?» — спросил Хань Ли. «Боюсь, одновременно выполнить оба этих условия будет невозможно. В городе действуют очень строгие правила в отношении кровавого риса премиального сорта, поэтому очень мало его будет продаваться посторонним», — ответил Гуань Ян несколько неловко. «Я прекрасно об этом знаю. Если бы я мог купить кровавый рис премиального сорта в другом месте, я бы не приехал на озеро Голубого водопада. Однако я считаю, что в этом мире нет ничего невозможного, пока предлагается правильная цена», — сказал Хань Ли. «Боюсь, я не смогу помочь вам здесь, старший. Возможно, вы можете поспрашивать в городе, может ли кто-нибудь еще устроить это,
ответил Гуань Ян с кривой улыбкой. Хань Ли просто кивнул в ответ, прежде чем медленно закрыть глаза, в то время как Гуань Ян продолжал энергично грести, пока маленькая лодка мчалась к центру озера Голубого водопада. В это время Хань Ли неторопливо перебирал в голове варианты приобретения большой партии кровавого риса. Без этого ценного материала он не собирался покидать город Голубого водопада. 4 часа спустя вдалеке появилась черная, и по мере приближения лодки расширялась все дальше и дальше, пока не превратилась в огромный остров. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он сразу же смог убедиться, что на границе острова был построен большой город.